Ну, подтяни веревку. Какую? Эту? Ну. Архип, подай ремешок. Подержи-ка. Крепко. На, возьми. Оп. Глянь-ка. Не как Ефим. Ну-ка, иди подсоби. Петра, тащи веревку. Сейчас тащу. Пошевеливайся, не видишь, что ли? Где? Ать, вот, мать. Господи, ну здесь же. А вот. Давай скорее. Подымай. А? Господи, спеть бы. Держи. Давай скорее. Сейчас что не сделал? Тащить-то. Веревка запуталась. Ну, держи же. Не успеем мы. Архипушка, ты это, задержи их. Скорее, Сейчас скорее, я. Ефим! Сейчас. Здесь и я. Здесь я. Погоди. Ну-ка. Дядя! Дядя, режь веревку! Я тебе веревку, дядя! Я тебе покажу веревку. Засунь его головешкой в рыло. Эй, Ефим! Летю. Ты куда? Архипушка. Летю. Летю. Догоняйте меня! Господи, что это? Архипушка!
возвращайтесь. Строиться некому, образа, говорит, писать. Ради Бога, говорит. Иди, иди, не твое ума это дело. Еще пожалеете. В ножки кланяться будете. Да только не простит тогда. Ладно, владыка. неизвестно Ну, будет, еще. идем. Ну, глядите, глядите. Нехорошо. Что? Да что и строится выходит. Жалко просто. А в Москве-то, видать, живописцев без нас, видимо-невидимо. А, Данила? Ну чего, подыщем работенку какую-нибудь. Все это, конечно, так, да только обидно, что... Да. Вот, скажем, берез за это. Ходил каждый день, не замечал. А знаешь, что не увидишь больше? И он какая стоит. Конечно, 10 лет. 9. Это ты 9, а я 10. Да нет, я 7, ты 9. Тощий, давай сюда. Да пойдем, Давай. не размокнем. Рогаю! Баловаль с медом рогаю! Повстречали барина, боярина, кривого татарина, стали песни играть, величать да потешать. Как у барина боярина, все и жарит да сварено. У боярина боярня, ладно дома. Ох, отвернет на сторону, да не всякому. Барин, барин, дверь, боярин едет. А боярин свое происцепь, вы скоморохи, воры да пьяницы! Вас секут от пятницы до пятницы! Ох, козлы да бродяги! Сдохните в браге! Скоро вас всех будут на кол сажать. Оп! А они вот топ, пониже пупочка, повыше коленочка, загляди мельди. Ой! Барин с бородой! Смехом-то быстро, и бриль чисто, а без бороды не ладно, либо читай любая баба с бородой не надо. А моя плачет, как блокадой скачет, ай, козел и тот с бородой, побегу-ка я домой, стучала окошко, ай. А боярь то не признала, о, видала рожу голую, и никак нельзя на бороду. Галки промеж глаз. Раз, ой. Это что? Не балуй. Сраду не гожа. Портки одевай на рожу. Шмадишь, боярин без бородищи. Боярин, бега. За ним гусик га-га-га, побежал дорогою, хромую, ногою хромую, да недвечью, дачью, собачью, отвечал его поп, да забаву его топ. Присыклся, притыкнулся, в кусты за ним кувыркнулся, в кусты за ним кувыркнулся, присыклся, притыкнулся, и наны. Если знать всего штаны, и таково, и всякого, и дякого, и всякого, и 16 страны, ой, одинаково. Эй, что же похоже? Где же мини-рожа? Ой, спасибо. Увидала бабу голую, и взяла ее за бороду. Увидала бабу, а что я все умею. Увидала бабу голую, и взяла ее. Да вот гроза. Переждать бы. Ну, проходи.
Может, брашки выпить, и смотри, как вымокли. Спасибо, не пьем. И баб не. Бог дал попа черткому роха. Комаров признался. Бабу голую. На бороду. Языком треба. А моя баба, может, тоже покупала? Твоя-то баба, видите? Я тебе сейчас... Погодь, погодь. Погодь! Ну-ка, пойди сюда.
Ну, тихо. Ну. Отдай ему. Ты где был? Во дворе. Пойдем, а? Данила. Слышь, Данила, дождь кончился. Пойдем. Спаси Христос, хозяюшка. Есть кто живой? Посмотреть пришел. Посмотреть. Смотри, смотри. Сейчас олифить будем. Так это ты и есть этот грек Феофан. Вот-вот. А что ты на меня смотришь? Ты туда смотри.
Сам-то откуда? А из Андронникова монастыря. Из Андронникова? Так ведь ты, небось, Андрей Рублев? Не. А то слыхал. Все хвалят в голос Рублева. Ведь мастер. Так куда ему до этого? Краски, все какие-то смирные. Господи, да ведь это ж просто. Что ж хвалить перестал? Говори, знай. Да ведь не могу. Складно не могу. Правдиво сказано у Константина Костюченского. Суть всякой вещи вникнешь, коли правдиво наречешь ее. А Андрей, так ведь я и в глаза ему скажу. Он ведь как брат мне, хвалит его. Это верно. Так ведь он и краски ложит тоненько, нежно, умело кладет. А вот только нет во всем этом у него страха нет. Веры. Веры, что из глубины души исторгнута. А и простоты. Как это у Епифании-то? А Сергиеве добродетель-то сказано. Простота без пестроты. Так ведь вот что это. Это святое. Простота без пестроты. Так лучше-то и не скажешь. А ты, я гляжу, мудрен. А коли и так, хорошо ли это? Может, лучше-то во мраке неразумия велению сердца своего следовать? Во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Ложка! Где липа? Кому уши драть? Аль провалились все. Говорят, ты пишешь быстро. Быстро. А что, не могу иначе, надоедает. Один раз целую неделю чухался, бросил. Выбросил. Ну зачем выбрасывать? Квашеную капусту придавливал. И, к слову, все надоело, во! Учеников, помощников пруд пруди, а ни одного толкового грамоты путем разобрать не могут. Слышь, иди ко мне в помощники. Не шути ты со мной, не смейся. Не смеюсь я вовсе. Мне в Москве по весне церковь Святого Благовещения расписывать надо идти, а не с кем. Там уже леса строят в Москве-то, понял? Да ведь понял-то понял, да только не справится. Да я тебе все расскажу, объясню. Ты по сырому левкасу делал когда? Ну, вот с такой головой-то тут вон какие дурни то по стенке водят. Так ведь сказал мне, ты будет об этом. Ну, как знаешь. Уж не припомню такого. Смотри, не пожалей потом. Я злопамятный. Пожалею, не пожалею, а тебе грех. Пришел к тебе нищий монах, безвестный. Понравилось тебе, что с ним можно про книжки толковать. Вот ты и решил, не глядя, благодетельствовать. А я вот уже 3-й год книжек-то не касаюсь, да и не хочу более касаться. Это что? Да уж так, друга, у меня дорога. Охальники богомерзкие. Где Прошка? Где Евтихий? Они на площадь побегли смотреть, как посадника убивать будут. Богомерзкие охальники. Вот видишь, а ты помочь не хочешь. Помру я скоро. Ну, это ты зря. Нет, верно, помру. 3-го дня ангел приснился. Пойдем, говорит, со мной. А я ему
Я и так скоро помру без тебя. Вот. Может, надумаешь. Ладно, но только у меня к тебе один уговор будет. А что хочешь, деньги? Пополам идет? Нет, работать я за даром буду. Но только ежели ты сам за мной в Андронников приедешь, сам при всей общине, при владыке самом, упросишь меня к тебе в помощь идти, при братье всей, при Рублеве Андрее, вот тогда я тебе как раб, как собака служить буду до тех пор, пока не помру. А тебя-то как звать? Кириллом. Кириллом. Тоже православные, правдолюбцы да христиане. Долго будете мучить злодея. Скоро вы это кончите. Он уж 7 раз с муками своими искупил грехи все. И свои грехи, и ваши. Сами грешники немыслимые, а туда же судите. Христа на вас нет. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия от них. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над кладезем, и возвратился прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал экклезиаст, все суета. Кирилл, отца Никодима не видел? Куда-то он с утра запропастился. Взял мои рукавицы и как в воду канул. А мне дрова разбирать, полени-то ледяные. А ты чего лучину жгешь? Утро давно, ты лучину жгешь. Ты собаку-то мою кормил? Ну ты просил, что ли? Ты чего? Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Гонец приехал! Кто приехал-то? Из Москвы гонец приехал? Ну? От великого князя гонец приехал.
Ну? От Феофана Грека гонец приехал. Ну? Ну. Великий князь повелевает тебе в Москву явиться. Храм Святого Благовещения расписать велит вместе с Феофаном Греком. Скажи. А что? Верно он Андрей Рублев, а? Верно? Так ведь он и есть Рублев, а я Кирилл. А Феофан Грек велел сказать тебе, чтоб ты был в Москве. И видеть тебя желает. И Феофана благодарю. Скажи это... Ну, мол, приду. О, башка трещит. Уведи ее сюда. Вот что так. Помощников себе возьми, каких хочешь. И завтра, чтобы приходили. А кузница где-нибудь поблизости есть, а то ведь опять завалюсь. А вот как выйдешь за ворота, там будет часовня, а за часовней кузня. Прощайте, Боже. Прощай. Ну, еще пару незамочек и хватит. Семен, иди сюда. Потом пойдешь спокойно. Иди помоги нам. Что стоишь? Пойди сюда. А может, сегодня пойдем, а, Данила? Соберемся быстренько и отправимся. Передумает Феофан. Я-то не пойду. Ты что? Как не пойдешь? Да так. А как же я без тебя? Как знаешь. Так ведь я думал вместе. А чего ж ты за меня думал? Меня не звали. Да не смогу я без тебя. Сможешь. Согласился, и ты меня не спрашивал. Быстро согласился. Феофан только пальцем поманил. Да ты не горюй. Не ты первый, не ты последний. У меня и без тебя тут делов хватит. Ну и слава Богу. Фома, Алексей, пойдемте. Петр, собирайтесь, со мной пойдем. Забыл чего, что ли? Проститься пришел. Так уж простились. Проститься пришел, а мне и без того тяжко было. А тут дьявол возьми и сотвори вражду между нами. Не могу я так уйти. Исповедаться должен. Примешь? Ведь не смогу я ничего, Данил. Сколько лет в одной теле прожить. Ведь кроме тебя и нет у меня никого. Я ведь
Твоими глазами на мир гляжу. Твоими ушами слушаю. Твоим сердцем Данила. Рад я за тебя, непутевая твоя голова. Если б ты знал, как рад. Иди в Москву, пиши, и мне гордость будет. Мне дальше тоже бес попутал. И ты прости меня. Я ведь вернусь, Данила. Ты куда? А вечерня? Вы стоите без меня, а без вас как-нибудь обойдусь. Да ты что, Кирилл, сегодня, ей-богу. Может, что случилось, Кирилл? Надоело мне, врать надоело, в мир ухожу. Почему мы из троицы-то ушли, а? Андрей, Данила, молчите. Да потому что братья выгоду свою стало выше веры ставить. Забыли, зачем в обитель-то пришли? Ну а здесь? Думали, будем служить Господу верой и трудами, а что получилось? Монастырь-то на базар стал похож. Вот ты, раб Божий, что дал за иночество? 20 душ, аль может 30. А ты все ходил за настоятелем, торговался. За 2, а может за 1 даже лук заливной, блаженство себе вечное выторговывал. Да вы сами все без меня знаете, только молчите, делаете вид, что не замечаете ничего. Может, и я бы молчал и терпел всю мерзость эту, если бы талант был у меня. Да что там талант, хоть бы небольшая способность иконы писать. Не дал Бог таланта, слава тебе, Господи, и счастлив я, что бездарен, потому только честен я и перед Богом чист. Кирилл, рехнул. А еще скажу я вам, братья. Вот ты нам здесь скажешь. Что скажешь, братец, чего мы не знаем? А ты-то сам знаешь, что с такими, как ты, бывает. Скажи, ведь я не обижусь, не бойся. Так ведь я же... А ну, пошел вон, пес! Пошел вон с глаз моих, змеево отродье! В миру приживешься, охальник! Ну вот, видите. Кирилл. Кирилл. Сказано! Сказано, и вошел в храм Божий Иисус, и выгнал всех продающих и покупающих во храме, и опрокинул столы миновщиков из камня продающих голубей. И говорил им, дом мой домом молитвы наречется, а вы из него сделали вертеп разбойников. Фу! Фу! Я 3 года Даниле кисти мыл, пока он мне икону не доверил. Чудо. Не подновить, а отмыть только. А ты не доверяешь?
Так ты же врешь на каждом шагу. Пришел вчера. Ряса липкая, склеилась вся. Ну где ты вчера был? На пасеке. А вчера сказал, что в Андроников ходил. Ты посмотри, на кого ты похож. Постель. Примочи, что ли, чем-нибудь, землей затри, а то заплывешь ведь, как боров. Да теперь поздно, небось, не поможет. Сочиняешь ты, брат, без конца. Я даже думаю, может, ты болезнью заболел какой. Я? Какой болезнью? Да как же. Есть, наверное, такая болезнь, что человек врет и остановиться никак не может. Глянь, Фома. Глянь, говорю. Чего? Чего, блин? Ты такой умный стал, что я тебя вообще больше учить не буду. И чего мне учиться? Все равно 3 года кисти мыть. Ух, и надоел ты мне, Фома. Возвращайся в Андроников, ступай куда хочешь. Прости меня, Господи. Да. Ну, не понимаю, как я тебя в ученики взял? У тебя всегда так. Сначала одно, потом другое. Сам Феофану говорил, это Наршин в землю видит, и голубец любит. Так ты ж тогда другим человеком был, старался, не врал. А потом знаешь, что Феофан про голубец твой сказал? Ох, да брата голубец. Мало ли что Феофан сказал, все равно я лучше всех вижу. И поесть ты здоров. Как только после этого пишешь, ума не приложу. Ведь тяжело. Так когда в брюхе звенит, что на ум-то идет? Только тот звон и слышишь. Счастливый ты, Фома. Все тебе просто, да ладно. Не писать, так спать, а то и учудить что-нибудь. Так через молитву только от видимого к невидимому душа-то дойти может. Ну что, пошел бы учиться от меня к другому? Ну чего ж, если прогоняешь? Да ладно, ладно, не злись. Смотри, чего это? А? Значит, слева решил оставить апостола. Не на столбе. Фома, а ты клей с огня снял? Клей с огня снял? Ишь ты, голубец он любит. Драть его нужно по субботам, как Сидорову козу.
Ну и упрям же ты, Андрей, прости Господи. Где ты видел-то все это, когда каждый за задницу свою трясется? Да сколько хочешь. Да те же бабы московские свои волосы для татар выкупом отдали. Им же, дурам, делать ничего другого не оставалось. Лучше опростоволоситься, чем истязание выносить. Причем же тут бескорыстие? Да нельзя так. Правда, так уж ведется, что бабы на Руси унижены и несчастны до крайности. А потом не про то я. Ну хорошо, ты мне скажи по чести, темен народ или не темен? А? Не слышу. Темен. Только кто виноват в этом? Да по дурости собственной и темен. Ты что ли грехов по темноте своей не имеешь? Да как не иметь? И я имею. Господи, прости, примири, укроти. Ну и ничего. Страшный суд скоро, все как свечи гореть будем. И помяни мое слово, такое тогда начнется. Все друг на друга грехи сваливать начнут, выгораживаться перед Вседержителем. И как ты с такими мыслями писать можешь, не понимаю. Восхваление еще принимаешь. Да я бы уж давно схиму принял. В пещеру бы навек поселился. Я Господу служу, а не людям. А похвалы сегодня хвалят, завтра ругают, за что еще вчера хвалили, а послезавтра забудут. И тебя забудут, ты меня забудут, все позабудут. Суета и тлен, все. Не такие вещи и то забывали. Все глупости и подлости род человеческий уже совершил. И теперь только повторяет их. Все на круге своя. И кружится, и кружится. Если бы Иисус снова на землю пришел, его бы снова распяли. Да уж, конечно, если только одно зло помнить, то перед Богом и счастлив никогда не будешь. Что? Да может, некоторые вещи и нужно забывать, не все только. Не знаю я, как сказать, не умею. Не умеешь, так молчи, меня хоть слушай. Ну что смотришь? Так что? Ты думаешь, что добро только в одиночку творить-то можно? Добро, добро. Да ты Новый Завет-то вспомни. Иисус тоже во храмах людей собирал, учил их. А потом они для чего собрались? Чтоб его же и казнить. Распни, кричали, распни, лисе этой. А ученики? Иуда продал, Петр отрекся. Все разбежались, и это еще лучшее. Да раскаялись же они. Так это же потом, понимаешь ли ты, потом, когда поздно было. На то оно и покаяние, что никогда не поздно раскаяться. Вот-вот. Ну, конечно, делают люди и зло, и горько это. Да только нельзя их всех вместе винить. Трудно так, да и грешно, мне кажется. Продал Иуда Христа. А вспомни, кто купил его? Народ? А Иисуса кто обвинил? Опять же, фарисеи да книжники. Свидетеля так и не нашли, как ни старались. Кто же его невинного оклевещет? Потом только нашли предателя. Двух нашли, сразу двух, а не одного. Ну, двух. Два же они все. А фарисеи эти на обман мастера. Грамотные, хитроумные. Они и грамоте-то учились, чтоб с власти прийти темнотой его воспользовавшись. Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские. Одна кровь, одна земля. Зло везде есть. Всегда найдутся охотники продать тебя за 30 серебряников. А на мужика все новые беды сыпятся. То татары по 3 раза за осень, то голод, то мор. А он все работает, 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 несет свой крест смиренно, не отчаивается, а молчит и терпит. Только Бога молит, чтоб сил хватило. Да разве не простит таким Всевышний темноты? Сам ведь знаешь, не получается что-нибудь, или устал, намучился. И вдруг
С чьим-то взглядом в толпе встретишься, с человеческим. И словно причастился. И все легче сразу. Разве не так? Вот ты тут про Иисуса говорил. Так он, может быть, для того родился и распят-то был, чтобы Бога с человеком примирить. Ведь Иисус от Бога, значит, всемогущий. И если умер на кресте, значит, и предопределено это было. И распятие, и смерть его дело руцы Божьи. И должно было вызвать ненависть не у тех, кто распял его, а у тех, кто его любил, ежели бы они окружили его в ту минуту. Ибо любили они его человеком, а он сам по своей воле покинул их, показав несправедливость или даже жестокость. Может быть, тот, кто распинал, любил его, потому что подсобили в деле Богу угодно. Ты понимаешь, что говоришь? Упекут тебя, братец, на север, иконки подновлять за язык твой. Что, не прав я? Сам же всегда говоришь, про что думаешь. Так что же мне? Я человек мирской, свободный. Сергей, давай сюда! Сейчас! Разжигайте пока костер! Фома, ты что там? Пойдем за дровами. А Петр-то ни Успенского, ни Дмитриевского собора не видал ни разу. Ничего, улазит по лесам, помашет кисточкой, поймет, что к чему. Фома, ты где? Да, не успеем. Ничего, завтра будем. Да нет, до холодов собор расписать. Июнь уж скоро. А, Андрей? Ты чего? А? Погоди. Тоже? Соловей. А больше ничего? Видишь? Идем. Что это? Идем же, идем. Колдует. Андрей! Андрей! Куда ты?
ко мне. Погоди, погоди. Иди. Люба ты мой. Убери руку-то. Ну чего ты? Ой, муравейник здесь. Какой муравейник? Муравейник. Что это? Это кто? Не знаю. Ну пойдем отсюда. Я гляжу, вроде как гад черный таится. Да вы что ты им этим божьим угодникам? Да вы что? Знать надо. Пустите. А вот с утра пора не отпустим. Только наперед камешек подвесим, чтоб способнее было к месту. А ну-ка, куда? Дай мне эту вашу. Падет огонь с неба. Всех вас покалит. Дождетесь вы страшного суда. Держи. А мы вот сейчас тебе к этой крестовине-то и пристроим. Так. На вроде Иисуса Христа, а? Да вы что? Мужики. Погоди. Мужики, да нельзя мне так. Погоди. Ну что вы, грех это. Ну хоть ногами кверху вяжите. Мужики, братцы. А? Пошли, Пусть мужики. повисит. Ну вот, пусть себе так и ночует, когда не вознесется. Да никуда не денется. А это кто? Марфа. А ты чё головой вниз просился? Совсем худо было бы. И нас зачем ругал? Огнем грозил пожечь. Так ведь грех это так вот ногими-то бегать. Творить там всякое грех. Какой же грех? Сегодня такая ночь, все любить должны. Разве любовь грех? Какая ж любовь, когда вот так хватают да вяжут. А то как же? Вдруг дружину наведешь, монах. Насильник к своей вере приводить будет. Думаешь, легко вот так в страхе жить? А вот и страх кругом, потому что либо совсем без любви, либо срамная надо, скотская. На плоть без души. А любовь братской должна быть. А не середина. Любовь же. Что ты... Отвяжи ты меня.
Что вы на меня смотрите? Ты где был? Слава тебе, Господи. Эти, что ли? Да нет, чужаки это. Не видишь, что ли, монахи? Там в зале лук поешь, если хочешь. Ты где был-то? Леса тут не в пролаз. Ободрался весь. А здешним мило. Привыкли. Все ведь от привычки у людей. Старикам, небось, и думать не надо. У них день с утра сам катится по заведенному. А может, нет. Может, им как раз отрадно все. Тянется от утра до темно, и конца нет. Пораньше-то прийти не мог, что ли? Да нет, не мог. Твой грех, твоя совесть, твои молитвы. Бабу держи! Держи его, держи! Держи ее! Беги, Марфа! Беги! Ты вы что? Что вы? Трое! Один боюсь мужиков! Справиться не могете! Пока никто не знает, что... Зачем ты, а? Зачем это их? Затем, что в Бога единого не веруют, не чтут, язычники проклятые. Не смотри, Сергей. Слышь? Не смотри, нечего тебе смотреть. Слышишь или нет, что говорю? Пусти. Не надо. Пусти. Пустите его, говорят. Пустите его. Нельзя тебя смотреть. Пусти его, пусти его. Помоги, помоги. Дай ты ему сапогом, чтоб не вякал. Замотался. Ну иди, не балуй. Помоги! Федор! Да вы что, мужики, дайте ему! Бабу заломать не может. Врешь, не торопись! Василь, держи ее! Ты что, дурень? Беги, Марфа! Ты замолчи! Василь, лови ее! Да куда ты? Она ж тебя утопит в раз! Марфа! Беги, Марфа! Марфа! Марфа, плыви! Плыви, Марфа! Говори. Пусти, раствор наберу. Только материал переводишь, кому-то надо. Фома, Чего тебе? я бегаю, искупаюсь. Нечего, нечего.
Жарко. Ничего не жарко, не ври. А может, вам правда жарко? Мне вот жарко. Конечно, ты работаешь, а он сидит. Да пусти ты его искупаться. Нечего его баловать. Пускай со всеми сидит. А ты б там помалковал. Весь день сопишь две норки, как сурок. Вниз только пожрать, да по нужде спускаешься. А ты мне что, работенку, что ли, какой подыскал? Да ты сам ее нашел, какую хотел. Ну и все. А раз все сидят, пускай Сережка с нами. Отпустили? Так он бы пришел давно. Ну да, дай ему волю, так он в воде до посинения сидеть будет. Сбрело в башку, что жарко, вот он и ной. Где же он ной? Это ты нож все время. Это я. Я первый сказал, что жарко, а не Сергей. Чего вы к нему цепляетесь? Хватит. Все. Хочешь купаться? Иди. Ну иди. Чего сидишь-то? Иди. Вот. Идет. Где Андрей-то? Нету. Нет? Тут такое дело. Такое. Только захожу я сейчас к архиерею нашему. Захожу я сейчас. А там шум, крик, гам такой. Архиерей, господний, красный весь архиерей бегает. Нету, говорит, моего терпения, нету. Все. Это он про вас, все. Это про вас. 2 целых месяца, говорит. 2 месяца. Уже как все подготовлено, а ничего не готово. Не чешутся, говорит, бездельничают. Сколько, говорит, денег запросили, а все бездельничают и ничего не готово. А вы, правда, много запросили денег, а? Ну какой там? Мне, говорит, все равно. Даниил Черный, Андрей Рублев, все равно, говорит. Что это такое, говорит, что? И вот такое лицо сморщил. Что такое, говорит, что? Что мне Рублев, что мне Андрей? Мне, говорит, что вы к осени был собор расписан, и конец. Гонца послал. Жалобы к великому князю. Гонца послал. Гонца послал к великому. Это вы знаете. А что? Еще не начинали? Знаете вы? Вы давайте. А то знаете. Где Андрей-то? Опять ушел куда-то. А может вы без него, а? Давайте-ка начинайте без него. Ну? Чего ты смеешься? Вон вас сколько, а? Если он чего не решил. Вон вас сколько. Один ведь он ум-то хорош, а 2? Где Андрей, а? Что? Нет, я так не могу. Ты скажи, да или нет? Чего? Да или нет? В Москве было все решено. Все ж до последней мелочи оговорено. Сам великий князь сказал, что хорошо. Так что ж тебе тогда не ясно? Ну чего мы 2 месяца до крепоты спорим? Нет, ты толкуй мне, может, я стар стал, из ума выжил. Страшный сон. Бери и пиши. Хоть от работы отказывайся, ей-богу. А может и правда, откажемся и все, вернемся и все. Да как я людям в глаза глядеть буду? Я со стыда сгорюсь. Какое время теряем? Теплынь, сухота. Уже давно купол бы закончили бы и столбы тоже. А как их разделать-то можно? Звонко, красиво. А справа грешников, кипящих в смоле написать можно бы так: мороз по коже. А я там такого беса придумал. Дым из носа, глаза. Да не в этом дело, не в дыме дело. А в чем? Не знаю. А почему глаза отводишь? Да не могу я! Не могу я все это писать. Противно мне. Понимаешь? Народ не хочу распугивать. Пойми, Данил. Опомнись.
На то и суд страшный. Ведь не я это придумал. Не могу. Как хочешь, Данила, не могу. А чего ж ты раньше молчал? В Москве молчал. Не надо было браться тогда. Нечисто это. Ну, какой есть? Не сумел, видно, чистоту во мне воспитать. Хоть убей, не знаю, что писать. Как ты не знаешь? Страшный суд наказано писать. Понимаешь, в чем дело? Я так думаю, что лучше вовсе не писать страшно. Как? Ты знаешь, я хочу... Ничего я не хочу. Ничего. И все. Ну вот, ухожу я от вас. По мне такая работа. Спасибо вам за ласку, за подзатыльники, кое-чему научили. А теперь хватит, я работать пойду. Церковь Пафнутьеве расписать пригласили. Велика честь, да есть. Страшный суд писать ухожу. Кто со мной? Ну ладно, вставайте. Только не жалейте потом. То по-младенчески говорил, по-младенчески мыслям, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. И теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если отдам я все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не пойму. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. Хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем. Ну, княжна, хорошо ли это? Грешно молоком плескать. Баловство какое. Ну что? А почему грешно? А потому. Ну что? Ну вытри меня. Вытри. Сейчас высохнет. А, ну ладно. Пойдем гулять на речку. Пойдем со мной гулять, а? Отпусти. Ну пойдем, моя хорошая. Отпусти, ну говорят. Отпусти, Степан, а то на конюшке отправлю. А тебе как? Нравится? А по мне лучше и не надо. Легко, красиво.
Легко. Неси ее отсель. Разбаловали мамки-то. А я говорю, не робей. Все равно тебе лучше нас хором никто не поставит. А разве так распишут? А резьба? Да ведь это только Митяй так и может. Прям без разметки так и режет. Словно птица поет. Глянь. Может, конечно, и как птица, а? Нет, что, я и на соломе пересплю. А ты великий князь. А что, не нравится? Я так скажу. Все это переписать надо. И стены, и потолок, все. Только поярче, посильней. Да я 40 лет по этому делу. Да не в умении дело, а в том, чтобы умением этим князя великого прославлять. А будет. Ступай. Ничего переделывать не станем. Потом уходить нам пора. Уж на другую работу подрядились. Уж ждут нас в Звенигороде. Где? Ну да, к братству твоему. Там уж и камень свезли. Хорош камень. Белее, чем этот-то. Как приезжал на Пасху братец твой, тогда и поладили. Что хотите, говорит, то и делайте. Денег не пожалеем. Еще оброку назначу. Только чтоб поставили хоромы самые хорошие. Звенигород, так в Звенигород. Степан! Во, принес! Как глянул я на князя, он весь так и обмер. Это когда я про Звенигород сказал? Во-во, так у него все и захолануло. Все боится, что братец его переплюнет. А это кто резал? А я. А чего в стену не управил? Да, как ты не сладилось что-то? А что, хороша зверюга. А, крошится все. А я говорил князю, чтоб на камень не скупился. Небось, сейчас жалеет, когда про Звенигород узнал. Я бы ему такое нарезал. Диво. Эй, козел, живей! Степан! Где Степан? Тришка! Куда Степан поскакал? Да вроде на Звенигород поехал с ребятами. А, ну ладно. Ой, ручки заморала. Заморала я. В Звенигороде у младшего братца тоже хоромы построены не хуже этих. Камень там. Да, получше будет. Глянь, сотник. Чего это? Ну-ка, погодь, старшой. Я тебе Ирод! Эх ты, козел! А ну помоги ему, в кусты! Держи мою ногой. Микола!
твою! А, черт! Нагайку потерял. Эй, козел, видел мою нагайку? Легко. Серега, Чего? почитай Писание. Откуда? Откуда хочешь. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, покрытый головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, открытую головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обрита. Ибо если же не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если же не стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, а жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена должна иметь на голове знак власти над ней для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе, ибо не... Читай дальше. Ибо как жена от мужа, так и муж и жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ими.
Ну что замолчал? Читай. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, не церкви Божьей. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышите, что когда вы собираетесь в церковь, Данила. Слышь, Данила. Праздник. Праздник, Данила. А вы говорите, да какие же они грешники. Да какая же она грешница, даже если платка не носит. Ну. Нашли грешницу. Ну что? Ладно, не трожь. Пусть покается раб Божий. Едут! Татары! Князь! Татары едут! Едем, братья!
уж уходить думали. Вчера тебя ждали. Малый город встретился. Обходить хотел, удержаться не смог. Прости, опоздал. А чего там? Поехали. Здесь и все левей тут мелко. Давай левей. Давай. Обмануть не хочешь? Зря ты это. Владимир пустой, говорю тебе. Великий в Литву подался. Левей там. Вон за тем бором, вон город. Говорят, у великого князя мал с ног растет. А ты на престол замахнулся, а? Да это еще посмотрим. Я вижу, ты очень хочешь на престол. Но понимаю. Сказано же было левей. Ну. Сказано же было левей. Держи! Князь! Не отставай! Давай! Крепко ты любишь брата? Видно, судьба наша такая. А когда последний раз мирились? Я не мирился. Митрополит вызывал, велел перед Богом поклясться, что будем в мире и согласии. Что говоришь? Митрополит крест целовать вызывал. Когда? Зимой прошлой. Ого! Красив, Владимир. А, князь? Это тебя немал город. Эй, пошли! Пошли!
рядом держи! Отставай до князя! А ну! Давай! Вперед! Давай, ворота! Давай! Туда! Туда, Хана, бастырғыла! Вперед! Артынан қалмай қуғыз. Yo'qlamag'in. Что же ты делаешь? Ой, голубушка! Князь идет. Приехал, братец-то.
держи его, Фома! Сейчас я его... Ау! Братцы, что же вы? Мы же русские. Я же тоже. Я покажу тебе, сволочь Владимирская. Братцы! Лови его! Ну, хватай! Эх ты, баранья башка! Ну-ка, кругом беги! Ты что, оглох, кругом давай, ну! Куда это попали мы? Нет никого. А? Разбежались все. А? Ха. Выросла твоя сучка. Забыла меня, а? Не узнала меня. Васька, возьми собаку. Эй, не geçsinler kesinler. Пустите меня! Мамочка, пустите меня! Не пустите! Karagın kurgasayın. Beni böyle bildi çaşanın tüy. Anladın mı? Не бойся, не бойся. Красавица, не бойся. Я тебе покажу, как татары любят тебя. Что, князь? Не жалко собора, а?
Послушай, князь, а что это за баба лежит? Это не баба. Дева Мария. Рождество Христово. А в той ящике? Христос, сын ее. Так какая же она дева, если у нее сын? А, хотя у вас на Руси еще не такое бывает. Интересно. Держи ему ноги, да покрепче. Говори правду, собака. Говори. Ай! Погоди, погоди. Не видел, где золото, не видел. Ей-богу, говорю, не видел. Не видел. Давай. Ай! Ой! Больно! Ой, мама! Ой, мамочка, больно! Ой! Ой, горю! Ой, больно! Ой, вот беда какая. Не знаю я, где золото. Не знаю. Наверное, украли все. Наверное, ваши татары украли. У вас ведь вон на дворе. У вас ведь. Ты бы своих поспрашал. Своих поспрашал бы, а? Сказал? Еще не говорил правду. Что же вы? Погоди. Погоди, что скажу. Посмотри, как русского православного невидного человека мучают ворюги. Посмотри. Иуда. Татарская морда. Врешь ты, русский я. Признал я тебя. На брата похож. Признал. Русь продал. Русь, признал я тебя. Больно! Ай, больно! Ой! Не скажу! Скажешь, сюда, сын! Ой, больно! Помяни слово. Не будет ноги татарской на русской земле. Перед Господом Богом клянусь. Не будет. Крест поцелую. Крест. Дайте крест православному. Сейчас будет тебе крест. Когда грехи есть, простит нас Господь. Милостив Он простит. Господи, ведь правда простишь ты меня. А вот вы все кипеть будете в смоле кипящей.
А вы уйдете, а мы опять все построим. Мы все. А вы в гиене огненной кишки в свои попускаете. Ay! Oy! Oy! Ağzın bakat koy. Oy ben. Yani bilen başlatır. Erman'da attı. Altın vurduğuna bayrakta. Böyle üstünden yanın kanı. Господи! Ой, что же вы? Да что ж. Вот, вот, вот. Держи. Гады. Вот.
Феофан, ты же помер. Мне так хотелось тебя видеть. Если бы ты не хотел, я все равно пришел. Ты мне приснился. Будь ты из окна вниз головой свешиваешься и заглядываешь, и пальцем не грозишь. А я поперек седла на коне лежу, и два ордынца голову мне перекручивают. А ты смотришь, и пальцем в окошко стук-стук. А я кричу тебе. Что кричишь? Послушай, что же такое делается? Убивают, насильничают. Вместе с татаровой храмы обдирают. А ведь ты говорил мне. Только мне теперь хуже, чем тебе. Ты уже помер, а я... Помер. Ну и что? Да не о том я. А что, полжизни в слепоте провел? Полжизни, как этот. Я же для них, для людей делал днями, ночами. Не люди ведь это, а? Правду ты тогда говорил. Правду. Мало ли, что я тогда говорил. Ты вот теперь ошибаешься, а я тогда ошибался. Разве вера не одна у нас? Ни одна земля, ни одна кровь. Один татарин даже улыбался. Вот так. Кричал все. Вы без нас друг другу глотки перегрызете. А? Позор-то какой. Всех перебили. Серегу моего тоже. Я его в такой день нашел, Сережку-то. Вот, только она одна и осталась. Ну ладно, уходить мне пора. Погоди. Прошу тебя, не уходи. Тебе что, нехорошо со мной, скучно? Ну, я не буду. Давай сядем, поговорим, я тебе расскажу. Я и так все знаю. Знаешь. Я писать больше никогда не буду. Нет, почему? А не нужно это никому. Вот и все. Подумаешь, иконостас сожгли. Да меня, знаешь, сколько пожгли. И в Пскове, и в Новгороде, и в Галиче. Великий грех на себя берешь. Я ведь тебе самого главного не сказал. Человека я убил. Русского. Как увидел я, что тащит она ее. Ты посмотри. Ну, посмотри ты на нее. Как уж там было, не упомню. Только догнал я его, ну и не мог я.
За грехи наши и зло человеческий облик принял. Покушаешься на зло, на человеческую плоть покушаешься. Бог простит, только ты себе не прощай. Так и живи меж великим прощением и собственным терзанием. А грех твой, как там в вашем Писании, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту. Тогда придите и рассудим, сказал Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Не забыл, помню. Может, и тебе полегче станет. Знаю, Господь милостив, простит. Я Господу обет молчания дам, молчать буду. С людьми мне больше не о чем разговаривать. Хорошо я придумал. Нет у меня права тебе советы давать. Нельзя. А ты разве не в рай попал? Господи. Скажу только, что там совсем не так, как вы все тут думаете. Русь, Русь. Все-то она, родная, терпит. Все вытерпит. Долго так еще будет? А? Стефан? Не знаю. Всегда, наверное. Все же красиво все это. Снег идет. Ничего нет страшней, когда снег в храме идет. Правда?
Яблоки какие-то все гнилые. А, сколько лет земля носит, а такого голода не видывал. Вымираем потихонечку, прости Господи. На. Вот Мефодий, опять кого-то ведет. Тебе, Мефодий, не годится при вратах служить. Всю округу к трапезе соберешь. Садись, Божий человек. Спаси Христос. Трапезе. Да, сколько не собирай, всех голодных не утолишь. В округе-то никого не осталось. Пусто по деревням. Вон Ходьковские, все ушли кто куда. Семеновской тоже будто побежали. Побежали. Нет никого в Семеновке. С утра проходил. А во Владимире еще пуще. Там 3-й год не урожай, весь народ упек. А кто живет, крыс ловит до мышей. Ты чего это шепчешь? Не шепчусь, я застудился, в озере ночевал. Как же так? Волки одолели, все по пятам шли. Ну, я от них в озеро зашел, до сих пор стою. Молю Бог, что мне прыгнули. Так стоял, покуда светать стало. Вылез, онемел весь. Вот другу неделю никак не отойду, трясет. Значит, Владимирский ты? Да жил я там. Вон, еще один Владимирский идет. Рублев Андрей. Слыхал, небось? Согрешил. Кается. Ведь Владимир с собой блаженную привел, немую. Вот они вместе и молчат. Блаженная она, блаженная, конечно, а понимает, где харчи погуще. Ты для позора своего и привел, чтобы грех свой все время перед собой иметь. Вот она, святость-то. Артель Андреева. Да распалась вся. Кого ордынцы забили, а кого разметало в разные стороны. А Данил жив? Да разные говорят. То ли на север пошел, то ли помер. Так что он ремесло свое так совсем забросил. Не как Кирилл. Кирилл, ты? Отец, владыка, Кирилл вернулся. Прими, владыка, раба Божьего под крыло свое непутевого заблудшего Кирилла. Уходил, не спрашивался, а теперь обратно. Не понравилось миру. Нет, брат, шутишь, не приму. Господи, за что ж наказали это, Господи? Так ты же в вертеп разбойничий обратно просишься. К торгашам да крыстолюбцам. Думаешь, если стар я, так уж и забыл? Прочь ступай, откуда пришел. Нет для тебя места. Не ходи, владыка, ради Господа, Бога нету правды в мире без попутов. Не могу я волей грешить изо дня в день, а без этого нельзя беру. Грех кругом, нечистота, прими, отчим, покаяние мое, денно и ношно ноги целовать буду. Говорить ты прежде был гораст, не разжалобишь. Ах, отче, знал бы ты только, сколько горя я вынес, сколько зла вытерпел, простил бы ты меня, а я себя никогда не прощу. Не передо мной виноват, перед Господом. Оставайся. А во искуплении грехов своих Святое Писание 15 раз перепишешь. Келью покойного отца Никодима займешь. Спасибо, Господи. Ой, спасибо, брат. Ой, как хорошо, как хорошо. Спасибо, отец родной.
Atatürk! Yalalar biz! Yalalar biz! Hadi gel burada. Gel tarafa. Gel, gel, gel. Ай-яй-яй, как нехорошо грязное мясо кушать. Бер Хасик, это ты, бер Узина. Да. Да, а как сошла? Серафим! Что это? Ой, братья, что творится-то? Пойду отцу Никодиму расскажу. Ayşulu maçtan ölüyor gecetken. Kara uzun. Ayşulu sulu. Açmadın mı diliden? Aç bolgan boyu. Sıratı yer. Yarı. Alıp götüzün orada kal. Yüzün orada kal alıp götüzün ha? Bu karakçanı. Et ornana. Benim yaptığımda yakşı görüp. Oy yanından kurşun olur ha. Açma. Bakma sayıp yeter. Biraz kılıp kaşalayın. Oy, seni kuracağım yaxşı görüp kalı deyim. Oy, seni kaynalı var. Yarı. Kılıçlı beni güzenden ha. Hadi orada alıp gidemeyiz ha. О, хороший русский. Конина кушай. Хочешь, поедем в Орда? Моя жена будешь? Моя 7 жен имеет. Русской жена нет. Каждый день будешь конина кушать, кмыс пить.
деньги в волосы носить, а? Ну? Bu deli kız özünü yaratıp kaldı. Alıp gidemiz orada. Bu deli kızını alamız. Sokandırır özüne gözünü baylar. Men korkam özünden. Oy, alıp gitti mi? Гни башка, а? Русская жена у татарский муж грязный не бывает. А. Yaxşı, yaxşı oldu. Kaçıp git. Девочка, айда с нами, айда. Эй. Bana var be kanka. Yolda buraya yerde taşlap gider mi? Aytmadın mı? Öldün. Айда, кыз, дай рука. Эйте! Ketler çakıldı, ketler be! Yapçılar lazım olur! Андрей. Слышь, Андрей. Неужто не признал? Ты не горюй. Покатают и отпустят. Не смеют блаженные обидеть. Грех-то какой. Bolderdi! Sırarsız da bir basman! Bir basman! Hey! Altından bak seni ne yapçından. Allah'ın kopyanını yağlayla. Ananda bir bayağı çok da bana gel!
Этот, что ли, Никола Литеечка дома, а? Этот. Отец твой, да? Отец. А ну-ка, позови. Нету его. А где? Помер. Слышь, козел! Язва всех прибрала. И мать, и сестру, и отца тоже. А Гаврила Литеечка рядом, что ли, изба? Гаврила? А Гаврила тоже помер. И Касьян мастер помер. А Ивашку прошлым годом татары увели. Один Федор остался. К нему идите, 5-й двор. Только вы поторопитесь, служивые. А то он лежит уж хрюкает, Федор-то. Глаз не открывает, того и гляди, приставится. Ну все, больше не могу. Где ж теперь искать-то? Домой надо вертаться. А ну-ка, 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 встань! Ты ж повалился. Домой. Дожили. Колокола некому отлить. Возьмите меня с собой, а? Давайте я вам колокол отолью, а? Ты что, парень, очумел? Князю возьми, а? Да не, правда, я же вам все очень здорово сделаю. Да все равно же никого больше не найдете, все же перемерли. Лучше меня-то не найдете. А ну проваливай! Ну и ладно, вам же хуже. Я секрет колокольный знаю. Знаю, да не скажу. Чего говоришь? Секрет знаю. Отец секрет меди колокольный знал. Умирал, мне передал. Его же никто, ни один человек его больше не знает. Я только знаю. Я! Отец помирал, и мне весь секрет. Ну что, возьмем раба Божьего? Какой секрет, чего он мелет? А ты что, хочешь, чтоб Великой с нас 7 шкур спустил? Да врет он секрет. Ну, а врет, так ему и хуже. Тебя как звать-то? Бориска! А ну-ка, иди сюда. Эх ты. Чё? А ну, садись. А изба-то как? Сиди. Ну что, уговорили? Куда идем, чего ищем? Ходим, когда рядом пойдем. Ну что, здесь будем рыть? Можно и здесь. Только что ближе к звоннице было удобнее, а то вон и куда тяжесть какую тащить надо. А что, тут что ли нельзя? Может, а можно. Ну вот здесь и будем. Андрейка. Ага. Давай размечай. Копнем, что ли? Вместе. Слыхал? Так ведь мы не землекопы, литейщики мы. Что ж нам-то в земле копаться? А ты знаешь, что мне отец говорил? Перед смертью. Литейщики, говорит, должны сами яму литейную копать. Да. И это, говорит, я только под старость понял. Сказал, так и помер. А? Не знаю. Что там Никола говорил, а только землю копать я не буду. Нужны будем, позовешь. Ладно, я за вас покопаю.
Нашли? Ва. А что ее искать-то? Вот она. Она, да? Нет, не то все это. Не та глина. Всегда тут брали. Ну и дураки, что брали. Глина очень хорошая. Андрейка, правда плохая глина? Да, плохая. Вот, видали? Ну, идем. Будем искать, пока не найдем. Слушай, Степан, а может быть, мы все это зря? Ну, конечно, зря. Ты посмотри, какую мы с тобой глину отыскали, как следует посмотри. Сколько трудов положили. Новое место нашли, а ты... Слышь, Борис? Ну, не та, понимаешь? Заладил одно и то же. Август кончается, мы еще глину не открыли. Ты о себе подумай, мне тебя жаль. Ну, ладно, без твоей жалости, вон сколько лет прожил. Пойдем, Борис. Пойдем, голубчик. Не могу. Знаю, твердо знаю, не та глина. Ну, а какая такая та глина? Я знаю, какая. Эх. Ну и ладно, мне такие не нужны, понял? Ты подумаешь, без тебя обойдемся. Не нужны мне такие. Андрейка! Семен! Нашел! Дядя Петр! Нашел! Глина! Дядя Семен! Степан! Глина здесь! Степан! Глина! Нашел глину, Степан! Андрейка! Андрейка! Ну где вы там, эй? Андрейка! Борис! Бориска! Чего? Ну так капывай! Сейчас иду. Чего? Что говоришь? Да ну иду же! Где Николай? Николай с утра за лесом уехал. Да лес уже здесь должен быть, ты что? К вечеру должно быть. Какому вечеру? Чем я сейчас буду крепить? Ну Николай с утра Пошел уехал. ты за своим Николаем, дурак! Алай! А ты что стоишь? Работай, работай! Не соглашаются купцы. Как не соглашаются? Заломили втридорога. Говорят, такая веревка еще дешево. Ну покупай, что же делать? За такую цену покупать? Покупай, говорят. Так тебя же князь прибьет. Мы же его разорим в конец. А мне теперь все равно, покупай. Дорогу! Уйди, отец, прибьют тебя здесь. Зашибут. Без меня не вкапывайте. Борис! Сейчас я. Ну что,
Не выдержит форма здесь. Еще слоем надо плетать. Да каким слоем? Давно пора все глиной обмазать. А вы еще каркасы не сделали? Да вы что? Да еще укреплять надо, а прутья все кончились. Ничего укреплять не будем. Заделывайте. Чтобы к вечеру обжиг начать. Смеется он, что ли? Если форму как надо не укрепить, она же меди не выдержит. Треснет. А если и все пропало. снова снег пойдет, мы обжиг не успеем начать. Что, работа не пропала? Меня ж тогда засекут, не вас. Да не выдержит форма здесь. Заделывайте форму. Слышите или нет? Не буду я этого делать. Не будешь, не надо, можешь убираться. Андрейка, давай заделывай. Он тоже не будет. Форму заделывать будешь? Да не выдержит она меди. Еще плетать надо. Ты меня слушать будешь? Кто здесь главный? Еще слоем надо. Федор! Федор! Здесь я. Сечь вот этого. Да не этого. Вот. Работать отказывается. Приказа моего не слушает. Я вам покажу, кто здесь главный. А вот твой отец нас не так жаловал. Отца мы его вспомнили. Вот во имя отца его и высекут. Ладно, давайте, заделывайте. Борис! Бориска! Без меня вкапывайте. Тебя же ждем! Ну, вкапывайте без меня. Полезай уж, поспи малость. Ну что смотришь? А? Что, язык проглотил? Или оглох? Что, жалко? Иди, пожалей. Да ты чернец. О, Господи, царец. Не пойму я, как великий князь доверил ему все это, ума не приложу. Бориска, слышь, Бориска, проснись. Бориска! А? Я уже обжиг начал. Ты что? Почему ты без меня? Я же сказал, чтобы меня разбудили. Я сам знаю, когда. Петр! Петр! От князя приехали, тебя спрашиваю! Ух ты! Ух, не жарко-то! Ой, жара! Ой!
Хватит. Хватит с вас. Маловато. Серебряки 500. Скажи князю, пусть не скупится. Мало прислал. У нас великий князь никогда не скупится. Ничего не знаю. Еще полпуда надо. Какая разница? Полпуда больше, полпуда меньше. А кто секрет колокольной меди знает? Я? Или ты, может быть? Так вот передай князю, пусть не скупится. Еще полпуда надо. Ты чего? Я из великого теперь сколько хочешь. И про вытрясу. А колокол ты не зазвонит. Ну, смотри. Пережигай, как его! Бей его! Щебейте! Ты его познал, только бросай, там жить его! Я не спутал. Я его хорошо признал. Ах, какой был красивый драки. Тоже папка Скаша. Пусти! Я из-за него! Я 6 лет в яме посидел. Вот, пол языка мне хвати, на! Пусти! 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 Поебью! Пусти! Поебью! Поебью! Не виновен он, братцы, не предавал он никого. Вот вам крест святой не предавал. Уйди. Господи, за что ж наказание-то это? Меня бей, его не тронь. Встань! 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 Ну, встань же, ну! Тяжелый ты. Вот у князя шут помер. Меня звали Шуты. А я подумал, что мне князь-то? Я уж постоянному делаю. А это вот я признал. Признал, это он мне продал. А! Ну-ка! Дайте выйти, а! Что еще будет? Батюлей, пробу хвати. Ну, конкретик, пострани! Ну, что, не, а еще не кряди прийти. Ну, так что же, просто кряди, больно подбрасывать? Да что ты, кряди, я подбрасываю. Ну, плести на рукав. Ну, что стоишь? Работай! Подкладывай! Давай! Скорее, скорее! Тебе трава потаси. Подкинуть еще во вторую печь! Подкидывай, давай! Ну! Качай! Давай во вторую еще! Качай, давай! Ой, какие мы шкалю! Давай ведем сюда! Так, все, еще одно! Качай, что стали? Борыска! Борыска, на битью пошел! Он в битью пошел! Ой, ребята, равно сколько платить! Давай, давай! Борис! Да! Вторая 35 готовы! Вера скоро будет готова! Пусть качают, качают! Пока широк разделил! Ну что? Иди, иди.
Все уж готовы. А ну открой! Все готово. Ну, начали, что ли? Давай! Давай! Ну! Заливай! Ну! Пошла, Бориска! Пошла! Пошла! Господи, помоги, пронеси. Катя! Иди сюда! Угни. Андрейка! Ну и денек будет завтра. Сейчас поспать бы.
Борис, Бориска, пошли, что ли? Сейчас. Тут я. Тут вот что получилось, Андрей. Я все думал тут, решил сказать тебе. Завидовал я тебе, сам знаешь как. Так глодала меня зависть, это что просто ужас. Все во мне изнутри ядом каким-то подымалось. Не могу, ты устал, я и ушел. Из-за тебя ушел, истинный Бог из-за тебя. А как вернулся и узнал, что ты писать бросил, успокоился. Легче как-то стало. А потом забыл. Только бы священное писание успеть до смерти переписать. Суров игумен, нелегкую эпидемию на старости лет положил. Ну да теперь уж видно, не успеть. Да что я каюсь-то? Нечего мне перед тобой каяться. Ты и сам грешник великий, еще поболее меня. Да-да, поболее. Я что, чернь ничтожный, с меня и спроса нет. А вот ты что, за святые дела какие свой талант от Бога получил? В чем заслуга твоя? Господи, не о том я все. Я ведь знаю, Никон тебе третьего гонца прислал. Уговаривал вернуться, троицу расписывать. А ты их всех отослал, даже говорить не стал. Я правду скажу, не солгу, тогда в душе моей грязной, там в глубине самой радостишка, такая маленькая, тоненькая шевельнулась. А вот нынче жизнь кончаться, душа на покой просится. Никону твоя жизнь, тьфу, ему все равно. Он для того тебя и зовет к себе, чтобы твоим талантом свою силу и власть укрепить и прославить. Только Бог с ним, с Никоном-то, послушай меня. Послушай. Ступай в Троицу. Пиши, пиши, пиши. Ступай, не бери греха на душу. Страшно это грех искру Божью отвергать. Был бы Феофан жив, он бы тебе тоже сказал. Что, думаешь, не так? Ну, посмотри на меня. Посмотри на бездарного-то. Ты что думаешь, ради чего я вернулся? Ради куска хлеба вернулся, чтобы дожить спокойно. Ведь помру и ничего после меня не останется. А знаю, что помру скоро. Тебе тоже не так уж много осталось. Ты что, в могилу хочешь свой талант забрать, а? Андрей, ну что ты молчишь? Ну скажи хоть слово. Скомороха-то. Тогда я... Ну, прокляни меня, только не молчи, Андрей. Ну, прокляни.
Что здесь и оборваться может? А ты что, Тифун, тебе на язык? А ты слушай Потрави его больше. конец, потрави немножко. Прошу сюда. Тут не узлом вязать надо было, а железом крепить. А я говорил Борису. Говорил. Вам толкотать железо, понимать надо. Возьми топор и обруби как всегда, обруби. Ну вот, я. Затягивай, затягивай! Еще! Подержи чуть-чуть. Ну что, как? Да. Ну тогда давай, пошли. Уходите все! Подай, доску подай. Крепко теперь. А те, что послабже, проверим? Ну что у вас там? В чем дело? Все готово. Ну давай быстрее, быстрее, все наверх. Все готовы? Все. А ну, подходи. Подходи. Забирай вперед. Концы не путать. Давай, махай. Махай рукой. А мужики! Давай! Великий князь. А с ним-то кто? Иноземцы. Ну и денек, мальчик. Князь едет великий, с послом иностранным. Не успеваем? Все. Ну, глядите. Мать вашу.
Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вон какие у меня всем заправляют. Parla dei maestri d'opera. Ты куда? Ma non ti sembra un po' strano? Sono un po' tutti così. Guardatevi intorno. Давай, давай, дубина. Ну что, как? Помочь или сам качнешь? Давай. Ma chissà cosa ne salterà fuori da tutta questa parola. Tu cosa ne pensi? Secondo me non ne uscirà un bel niente. Chiedo scusa, eccellenza, ma io direi che voi cercate vanamente di prevenire gli avvenimenti. Su, via, dai un po' un'occhiata a tutta questa roba. Cosa ne dici di questi straccioni, di questa goffa impalcatura? Ma no, giuro su Maria Vergine che questa campana non suonerà, ma non potrà affatto suonare. Vostra eccellenza vuol fare una scommessa? A me sembra che voi sottovalutiate la situazione senza via di scampo di questa gente, di quelli cioè che hanno costruito questa campana. Devi scusare, ma io per ora non mi azzarderei a chiamare questo coso una campana. Eppure, vostra eccellenza, essi comprendono perfettamente che il Gran Principe staccherà loro la testa se questo aggeggio non suonerà. A giudicare dall'aspetto dell'imberbe si direbbe che è un po' emozionato da questa circostanza. Non ti pare? Vostra eccellenza, ha sentito dire che il Gran Principe ha tagliato la testa a suo fratello? Sembra fossero gemelli. Guardate che stupenda ragazza. Dio mio. Mio caro, quella ragazza non ha più di 13 anni. Ma ciò comunque non la rende meno attraente. E qui a volte le ragazze diventano donne proprio all'età di 13 anni. Cosa vi succede, eccellenza?
секрета. Попер так и не передал. В могилу утащил, жила рваная. Видишь, как получилось? Ну, хорошо. Ну, что ты? Вот и пойдем мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы писать. Пойдем в Троицу. Пойдем вместе. Какой праздник для людей. Какую радость сотворила, еще плачешь. Ну, ничего. Ну, все. Ну, будет.